Привет, друзья! Потап и Настя Каменских считаются одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. Вот уже 2 года Настя Каменских и Потап наслаждаются тем, что им больше не надо скрывать свои отношения, и открыто говорят о своих чувствах в беседе с журналистами и в соцсетях. Супруги регулярно делятся совместными снимками, сделанными дома или во время путешествий по миру, а подписчики с нетерпением ждут, когда пара объявит о грядущем пополнении в семье. Потап признался, что в последнее время Настя приносит в дом больше денег, чем он. Каменских во всем поддерживает избранника, не обращая внимания на разницу в бюджете. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем историю любви Потапа и Насти Каменских, покажем, как они живут и сколько зарабатывают артисты. «Как ты ни крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости», заявили Настя Каменских и Потап в одном из своих первых хитов, на тот момент даже не догадываясь, как в дальнейшем сложится их судьба. Отношения этого творческого союза сначала и правда складывались непросто. Пока поклонники грезили об их романе, за пределами сцены Настя и Алексей постоянно ссорились и строили свою личную жизнь совершенно с другими людьми. Однако через несколько лет все изменилось. Алексей Потапенко, Потап, и Настя Каменских познакомились в далеком 2006 году. Тогда рэпер искал вокалистку для своего нового проекта. Попробовав себя в дуэте с несколькими исполнительницами, Алексей прислушался к совету своего друга и пригласил на прослушивание Настю Каменских. Оказалось, что при первой встрече Алексей и Настя совершенно друг другу не понравились. У моего товарища была певица, собственно, ею и оказалась Настя. Он никак не мог ее раскрутить, вот и предложил мне записать с ней песню. Мы встретились, я посмотрел на Настю, и она мне сразу не понравилась. Я отказался с ней что-нибудь делать и продолжил поиски. Как-то поделился Потап в беседе. После такого скомканного знакомства суперпопулярного поп-дуэта могло бы вовсе и не быть. Однако на тот момент и Настя, и Алексей уже долгое время пытались пробиться сольно, но так и не могли добиться успеха. Тогда Потап оставил эмоции и все же решил попробовать сотрудничество с Каменских в дуэте. Он посчитал, что так у них будет гораздо больше шансов стать популярными. Настя тоже согласилась на работу с рэпером, и совсем скоро они выпустили свою первую песню в составе дуэта «Потап и Настя» под названием «Без любви». Слушатели сразу оценили хит, сначала на родной для артистов Украине, а потом и в России. О романах Насти на протяжении всего времени существования музыкального коллектива ходило много слухов. Однако сама звезда рассказывала только об одних своих серьезных отношениях с сокурсником Владимиром Дятловым. «У нас не было любви с первого взгляда. Мы вместе учились в университете на экономическом факультете. 2 года просто дружили, а после какой-то дискотеки поняли, что влюбились друг в друга». На заре карьеры Каменских в группе Потап и Настя ее с возлюбленным связала общая трагедия, которая потом стала и причиной их расставания. В 2006 году, прямо накануне записи первого клипа дуэта, Настя вместе с Владимиром, его родителями и младшими сестрами попала в страшную автомобильную аварию по пути из Киева в Николаев. Этот драматический момент Каменских до сих пор вспоминает как сцены из жуткого фильма, а 8 июня, день, в который случилась авария, считает своим вторым днем рождения. В кино такие сцены показывают долго и подробно, а в жизни все происходит молниеносно. Вот только что мы спокойно ехали по пустому шоссе, вдруг навстречу огромная фура, и поток воздуха от нее был такой силы, что трейлер повело в кювет, и за собой он потащил машину. В аварии Настя получила серьезную травму ноги и рассечение головы. Очнувшись, она обнаружила, что в сознании остался только Владимир. Его родители и сестры не подавали признаков жизни. До приезда скорой помощи молодой человек оказал первую помощь Насте, а также буквально вернул с того света свою 10-летнюю сестру Соню, делая ей искусственное дыхание. Родители Владимира, а также его сестра Маруся, которая в этот день праздновала свое 15-летие, скончались через несколько дней в больнице. Трагедия сильно закалила характер Владимира и раз и навсегда изменила его жизнь. Из Киева он переехал жить в Николаев, чтобы заботиться о сестре. Молодые люди стали встречаться намного реже. Через 3 года таких отношений на 2 города молодые люди приняли решение расстаться, однако при этом сохранили по-настоящему теплые и дружеские отношения. В 2000 году Алексей Потапенко женился на продюсере Ирине Горовой, и их отношения долгое время напоминали идиллию. Вместе они воспитывали дочь Ирины от первого брака, Наташу, а в 2008 году родили общего сына Андрея. Наличие крепкой и дружной семьи у Потапа долго было главным аргументом поклонников против слухов о романтических отношениях рэпера с коллегой по дуэту.
Только намного позже выяснилось, что последние 5 лет до официального развода Алексей и Ирина не жили вместе. Фактически они расстались почти сразу после рождения сына. Конечно, первые слухи о романе Насти Каменских и Алексея Потапенко появились почти сразу после основания их дуэта. Сначала эти слухи подпитывались исключительно бурной фантазией поклонников, ведь первые несколько лет Потап и Настя совсем не ладили, к тому же у каждого была своя личная жизнь. Однако после расставания Насти с Владимиром Дятловым, которое произошло в 2009 году, и фактического расставания Потапа с супругой, рэпер перестал жить вместе с Ириной в том же 2009. Отношения в коллективе явно изменились. В 2017 году Потап и Настя Каменских объявили, что ставят работу своего творческого дуэта на паузу, чтобы вплотную заняться сольными проектами. Алексей взял псевдоним ПТП, а Настя – НК. Слухи о романе Потапа и Насти только участились. Одни стали замечать, что на безымянном пальце Каменских появилось кольцо, очень похоже на обручальное. Другие связывали паузу в работе группы с возможной беременностью певицы, причем отцом считали именно Потапа. И вот 23 мая 2019 года Потап наконец решил признаться всему миру, что его избранницей уже много лет является Настя Каменских. О своих чувствах Потап рассказал в треке «Константа», который вышел утром накануне их свадебного торжества. Вместе с песней вышел и клип, состоящий из романтичных кадров с Настей Каменских. Как оказалось, роман с коллегой по дуэту рэпер скрывал почти 10 лет. «Я люблю тебя больше всех на этом свете. У нас будут красивые, милые дети». В этот же день Настя и Алексей сыграли свадьбу в одном из загородных ресторанов Киева. На свадьбе звездной пары присутствовали только самые родные и близкие друзья. Однако появились новые слухи. Некоторые фанаты пары начали сомневаться в правдивости их свадьбы. Многие до последнего думали, что торжество было фейковым и было устроено ради пиара нового трека Потапа. Позже Настя и Потап убедили поклонников, что поженились вовсе не ради хайпа, а во имя большой и чистой любви. Влюбленные признаются, что иногда из-за насыщенных рабочих графиков у них с трудом получается проводить время вместе. У нас с Лешей не совпадают графики. Я, например, всегда ложусь спать где-то в 9 вечера. Вчера и позавчера Леша пришел очень поздно, поэтому мы с ним не виделись. Он может меня разбудить, поцеловать, но на этом все. Да, это сложно, но мы же очень много работаем. Потап и Настя Каменских объявили о том, что дуэт Потап и Настя делают паузу. Мы уже немножечко устали от бесконечных концертов, стали немного пробуксовывать. Какие-то чуваки пошли мимо нас делать модные проекты, а мы уже не понимаем, как это все. Поэтому решили посмотреть на себя со стороны и подумать, возвращаться ли нам, когда и с чем. Поделился в интервью Потап. Но несмотря на объявленную паузу в деятельности дуэта, Потап уверен, деньги будут всегда, потому что они артисты высочайшего уровня. Потап признался, что в последнее время Настя приносит в дом больше денег, чем он. Каменских во всем поддерживает избранника, не обращая внимания на разницу в бюджете. При этом он не относится к разряду мужчин, которые воспринимают финансовую поддержку со стороны своих возлюбленных как данность. Потап уверен, представители сильного пола должны вкладывать деньги в отдых, недвижимость и подарки для своей второй половинки. Всеми любимый дуэт Потап и Настя за последние годы зарабатывали за один корпоратив от 30 до 50 тысяч евро. Сейчас одна Настя зарабатывает за корпоратив примерно такую же сумму. У нее насыщенный график, съемки клипов, запись новых песен и семейная жизнь с Потапом. Популярность Потапа после распада творческого дуэта немного упала, но он достаточно зарабатывает в роли продюсера, имея свой продюсерский центр «Мозги Entertainment». Потап – продюсер таких музыкальных коллективов и исполнителей, как Потап и Настя, «Время и стекло», Мишель Андраде, Надежды Дорофеевой. Семейная жизнь Потапа и Насти очень яркая и красочная. Они путешествуют по Америке и Европе. Настя ведет свой личный блог, выкладывая личное видео на своем YouTube-канале. В планах у влюбленных, конечно же, рождение ребенка. Особняк знаменитостей выстроен под Киевом. Это большой двухэтажный коттедж из необработанного кирпича в серых тонах с хаотичными белыми мазками штукатурки. В доме огромные окна, причем на первом этаже они занимают практически всю стену до пола. У входа выстроена красивая деревянная веранда открытого типа со светлыми перилами, полом кофейного цвета и серой мягкой мебелью для отдыха. На территории есть бассейн, беседка, очень много зелени. Интерьер дома стильный и современный. Основное стилевое направление – классика, но с элементами модерна и минимализма. Например, современная деревянная лестница сочетается с колоннами, лепниной и красивым паркетом.
Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!